Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, зрители канала, участники проекта. Сегодня будем говорить о таком достаточно удивительном явлении, как отсутствие второй волны в Китае. Наверное, начать нужно с впечатляющей китайской статистики по вопросу распространения ОРВИ в Китае. Вот на 18 число, по данным Комздрава КНР, было зарегистрировано всего 13 случаев. Речь идет о 31 провинции и Синьцзянском производственно-строительном корпусе. То есть речь идет примерно о том, что на 1 300 000 000 человек населения, на самом деле 1 400 000 000 населения, всего 13 зараженных. Такая впечатляющая статистика. Ощущение, что Китай не только победил новый коронавирус, но и вообще все респираторные заболевания. Это выглядит очень удивительно, если вы знаете, если вы жили в Китае, вы знаете Китай не только из окна своего офиса или из окна такси или туристического автобуса, а вот вы видели, как китайцы живут на самом деле. На самом деле это большая азиатская Италия. Очень маленькое бытовое расстояние в общении, гораздо меньше, чем в скандинавских странах и в России, и большая скученность всегда населения. То есть китайцы никогда не проводят досуг в одиночестве. Это нация такая, которая любит компании. И вот на фоне этого всего нам заявляют, что в Китае нету никаких случаев заболевания, не то чтобы коронавирус, 13 случаев, но даже речи не идет о каких-то других респираторных заболеваниях. Это очень странно, согласитесь. При этом это выглядит еще более странно, когда мы вспоминаем первое полугодие и первое полугодие 2020 года, когда статистика по коронавирусу сознательно увеличивалась. Достаточно вспомнить 18 апреля 2020 года, когда по заявлениям китайского Комздрава, вот только в Ухане, в провинции Хубэй, количество смертей увеличилось за один день на 20%, то есть на 1290 человек и выросло до 3869 человек. То есть буквально за день Комздрав провинции Хубэй заявил, что по новому пересчету оказалось, что вот у 1200 покойников оказался коронавирус. Как это удалось сделать, невозможно, учитывая то, что тогда статистика работала на нарастание, на увеличивание количества случаев. И в провинции Хубэй и в других провинциях действовало правило, когда за поимку или информацию о больном коронавирусе, то есть фактически была охота за головами, давалась определенная сумма. То есть в такой ситуации сложно очень предположить, что за какой-то период времени не было отмечено смертей. А тут оказалось, что плюс 1200 смертей, то есть получается, что причина смерти была указана неверно. То есть покойников эксгумировали, провели у них тест на коронавирус. Об этом у нас таких вот ответов на этот вопрос нет. Но было очевидно, что Комздрав и провинции Хубэй, и в целом Комздрав КНР работает на увеличение статистики. А сейчас противоположная ситуация. Более того, что еще более удивительно в этой ситуации, то, что китайцы, более удивительно в этой ситуации то, что китайцы, китайская пропаганда не используют этот факт для пропаганды, для внешней пропаганды и внутренней. Если вы посмотрите на партийные заявления, на Си Цзиньпина того же, если вы посмотрите на публикацию данных о, соответственно, СМИ, Синьхуа, Жиминжибао и так далее, то есть ведущих, соответственно, государственных и партийных печатных органов, вы увидите, что заявление о том, что китайская социальная система более эффективна, чем, скажем, например, американская, таких заявлений вы не увидите. Это очень удивительно, потому что китайская статистика, она бросается в глаза, не только китайцам и китаеведам, она бросается в глаза всему миру. То есть в мире на данный момент около 40 миллионов заболевших, в Китае не больше 100 тысяч. Заболеваемость на миллион в мире 5 тысяч человек, на миллион человек. В Китае всего 65 человек. То есть что в Китае живут какие-то люди с супериммунитетом. Или может быть там разработана супервакцина, которую китайцы не дают миром. Нет. В Китае живут такие же люди, как и везде, и вакцина китайская, она не получила такой, скажем, популярности или там какой-то чудодейственного характера, она не обладает. Вот эта вся статистика, она заставила некоторых наших экспертов, которые не были в Китае, не знают бытовых особенностей китайской нации, то, как протекает жизнь китайца,
некоторые наши эксперты в российских СМИ, они начали говорить о том, что вот такая низкая статистика в Китае и отсутствие второй волны, кстати, в Китае о второй волне не говорят уже с августа. То есть такая даже разговоры о второй волне, они отсутствуют в официальной печати. Вот такая вот отсутствие второй волны – это результат жестких карантинных мер. То есть, говоря совсем просто, то, что китайцы заблокировали город Ухань. Полностью 11-миллионный город, поставили заставы в аэропорту, железнодорожном и автодорожном транспорте и никого не выпускали в течение нескольких месяцев. Вот такой вывод делают российские эксперты, и, к сожалению, среди таких достаточно недалеких выводов есть и выводы востоковедов. Ну, это как бы пусть остается на их совести. Но самое интересное, что сами китайцы не упоминают закрытие Ухани нигде в официальных документах. То есть, если вы посмотрите, опять же, Синьхуа, Жимин Жибао, заявление Си Цзиньпина и так далее, или даже самого председателя комитета по здравоохранению Ма Сяовэя, вы увидите, что реально Ухань никто не вспоминает. Как его заблокировали, методику блокирования городов нету ни в одном заявлении Ма Сяовэя за последние несколько месяцев. То есть та мера, которая призвана нашими экспертами как основная по борьбе с эпидемией, по идее, по логике, та мера, которую должны были использовать государственные СМИ Китая как некий объект пропаганды, что китайская эффективная система позволила, значит, в зародыше уничтожить вирус, заблокировав Ухань. Почему-то сами китайцы об этом не упоминают, не используют этот аргумент в своей пропаганде, и, соответственно, они говорят о том, что это привело к остановке роста заболеваемости. То есть это очень странно звучит. И, собственно говоря, речь о том, что реально это произошло при смене условно негативных показателей по эпидемии, и потом мы снова сейчас видим отсутствие, по сути дела, вообще заболеваний ОРВИ, никто не приводит в аргументацию каких-либо доводов, тем более вот этого странного довода о блокировке города Ухань. На самом деле блокировку города Ухань избегают государственные СМИ упоминать как нечто, скажем так, достаточно как минимум противоречивую меру. Но если мы начнем, просто проследим ситуацию в Китае от пика эпидемии, то есть того же апреля 2020 года и на октябрь 2020 года, когда эпидемии, по сути дела, в Китае официально нет, мы увидим небольшое, скажем так, мы увидим то, что произошло одно событие между негативной статистикой и суперпозитивной статистикой, которая использует современная пропаганда, и сменой вообще повестки по коронавирусу. А в реальности в Китае между этими, соответственно, несколькими месяцами произошло очень крупное политическое событие. Была развернута вторая волна политических чисток. Почему я говорю о второй волне? Сейчас будет достаточно ясно. Значит, за период с февраля по сентябрь в Китае было арестовано 7 вице-губернаторов. Значит, в Китае всего 34 административные единицы, включая Тайвань. Соответственно, если мы переведем все на российские цифры, то у нас получится, что у нас арестованы 1/4 всех вице-губернаторов Китая. То есть, если бы мы на российские, соответственно, реалии это перенесли, то из 85 регионов должно было где-то 20-22 вице-губернатора быть арестованы за несколько месяцев. Согласитесь, что это реальная политическая чистка, и речь не ограничивается только вице-губернаторами. На самом деле речь идет еще и о том, что был арестован непосредственно заместитель министра МВД, в Китае это называется Министерство общественной безопасности, который курировал непосредственно вопрос с эпидемией в Китае. И если мы вернемся к этим вице-губернаторам, мы увидим, что среди 7 вице-губернаторов 2 это, соответственно, начальники региональных полиций. То есть 2 начальника полиции Шанхая и Чунцина также были арестованы. Оба они по какому-то странному стечению обстоятельств являются уроженцами провинции Хубэй и сделали там карьеру. Соответственно, среди арестованных также заместитель министра культуры и туризма КНР, который был среди тех руководителей, которые приняли решение первое без санкций Политбюро о блокировке, в данном случае туристического потока. Он был Ли Цзиньцзяо арестован, тоже уроженец Хубэй. И если мы посмотрим, соответственно, среди других, тех, кто был смещен или арестован, это, соответственно,
был изменен министр юстиции и, соответственно, был изменен министр промышленности и информатизации. Очень примечательная фигура, последний человек. Соответственно, человек возглавлял это министерство 10 лет. К вопросу о сменяемости кадров. Сам Си Цзиньпин правит всего лишь 8 лет. Соответственно, был назначен при предыдущем генсеке Ху Цзиньтао, а перед тем, как возглавить министерство, руководил предприятием по производству грузовиков Дунфэн, крупнейшим градообразующим предприятием города Ухань. То есть вот такой вот набор, соответственно, высших руководителей, которые нельзя объяснить плановой ротацией. То есть вот такое действие были произведены. Ну, естественно, что стоит ли упоминать о том, что все руководство провинции Хубэй было арестовано. То есть непосредственно руководитель секретаря горкома Ухань Ма Гуцян, Дзян Шаолян, руководитель обкома провинции Хубэй. И самое главное, что фигура человека, который второй принимал решение о локдауне Уханя, это мэр Чжоу Сяньван, он не арестован, но он каждый день появляется в СМИ, показывает, что он еще, соответственно, у власти находится. Но самое интересное, что перед самим локдауном был арестован глава его аппарата. То есть для верхушки, для тех, кто, соответственно, имеет какое-то представление о работе государственного аппарата, есть понимание, что глава аппарата того или иного исполнительного органа власти, он и является, соответственно, сосредоточением всех непосредственно задокументированных и незадокументированных действий своего руководителя. То есть вот глава аппарата мэрии Ухань был арестован, соответственно, ну а открыто, соответственно, о его удалении с должности было заявлено уже в феврале. Соответственно, целое огромное количество уроженцев провинции Хубэй в разных совершенно регионах страны были арестованы, и среди арестованных вице-губернаторов есть как уроженцы Хубэй, так и выходцы из китайского комсомола. Значит, об этом, обо всем я достаточно подробно писал в статье «Искусство борьбы с демократической оппозицией». Ссылку по этой статье я вам кину, чтобы сейчас не повторяться, но лишь добавлю, что к концу марта в Китае из-за локдауна началось настоящее мощное протестное движение. То есть было произведено массовые акции предпринимателей, которые столкнулись с проблемой, что невозможно нечем платить аренду. А в таком городе, как Чжучжоу, это второй по величине город провинции Хунань, толпа, соответственно, протестующих штурмовала городскую администрацию. Ну, честно говоря, у меня, как у китаеведа, нет на памяти вот таких ближайших 10 лет событий, чтобы люди были разъярены настолько, чтобы они пошли толпой на городскую администрацию одной из крупнейших городов, соответственно, провинции Хунань. Население 4 миллиона, второй после Чанши по величине город. То есть в Китае разворачивалось настоящее протестное движение. Многие из них, из этого протестного движения имели признаки оранжевой революции, символика, соответственно, некие высказывания высших руководителей, и имелась своя политическая группа. Но опять же, чтобы не повторяться, я вас отсылаю к своей статье, которая будет размещена под этим роликом. Соответственно, кроме этого, арестованного руководства провинции Хубэй были, соответственно, арестованы и получил 15 лет тюрьмы антикоррупционный блогер, очень известный в Китае, который публиковался раньше в молодежной газете, то есть в печатном органе комсомола. Соответственно, лидер общественной организации «Гражданский союз» за призывы к свержению Си Цзиньпина был арестован. И такой олигарх-девелопер, как Жин Житян, за высказывание о Си Цзиньпине получил 18 лет. Все вот это произошло перед тем, как минус сменился на плюс в коронавирусной повестке. То есть у нас налицо определенная, очень мощная политическая компонента в этих событиях. Сейчас я добавлю, что перед пленумом, который состоится 26-29 октября, начали свою работу активно выездные комиссии Центрального комитета контроля, то есть непосредственно те органы власти, которые отвечают за партийную чистку. И, соответственно, одна из этих групп выехала в город Ухань, одна из этих групп находится в Министерстве общественной безопасности, и одна из этих групп проводит проверку в Комитете здравоохранения. То есть очевидно, что у нас в самое ближайшее время к пленуму будут определенные, соответственно, кадровые изменения, которые, соответственно, вы можете узнать в телеграм-канале. Там, соответственно, и подробности сообщаются этих всех изменений. И, конечно, скорость этих изменений и характер будет зависеть от
того, кто выиграет эти выборы. Но в одном из своих роликов я сделал предположение из того, что ситуация по выборам в США нестабильная, непонятно, кто победит, Байден или Трамп. Сейчас и в связи с этим, соответственно, пленум будет проведен после выборов, пленум сейчас проводится до выборов. Из этого можно сделать вывод, что руководство Компартии поняло, примерно представляет, как будут развиваться события в США и делает ряд превентивных шагов. И, скорее всего, из-за того, что повестка у нас сменилась на позитивную в коронавирусе, очевидно, что политический вирус, как его назвал посол, соответственно, Китая в России Джан Ханьхуэй, он политический вирус, он побежден в Китае, и дальше события будут развиваться по дальнейшему раскручиванию второй волны общекитайских политических и антикоррупционных чисток. И они затронут, соответственно, ту часть политической элиты, которая наиболее лояльно относится к Демократической партии США, то есть Китайскому союзу коммунистической молодежи, как проще его называю, комсомолом китайским. Соответственно, видно, что повестка по вирусу изменилась. То есть, если раньше мы раскручивали количество случаев в Китае, то, соответственно, сейчас количество случаев вообще нулевое, практически близко к нулю. Кроме этого, позиция по руководителям, которые ответственны за эпидемию, тоже резко изменилась. Достаточно привести к примеру руководителя Комздрава города Циндао, это почти 10-миллионный мегаполис китайский в Шаньдуне. Там сейчас проходит массовое тестирование китайцев. И вот за 12 допущенных новых случаев на 10 миллионов человек, это даже не статистическая погрешность, это гораздо меньше, руководители отстранили от должности. То есть повестка явно противоположная от того, что было до этого. При этом очевидно, что в Китае разрешены все массовые мероприятия, практически нету препятствий при посещении городов, за исключением иностранцев. В Пекине введены определенные локальные ограничения на входящий трафик зарубежный в аэропортах, но в целом в Китае восстановлена жизнедеятельность, и это очень позитивное событие для нас, кто работает в том числе с Китаем, потому что можно ожидать, что уже после китайского Нового года, 15 февраля 2021 года, уже можно ожидать полного восстановления в прежнем объеме китайско-российских гуманитарных контактов. В том числе и в туристической сфере, и в учебной, и так далее. Собственно, о чем я и говорил в одном из своих роликов, посвященных китаеведам. Вторая позитивная новость, возможно, для российского руководства, заключается в том, что часто события в Китае являются определенным сигналом или основанием для начала действий в России. То есть во многом российская и китайская действительность политическая, они очень синхронизированы между собой. И, возможно, и в России произойдут определенные перемены, в том числе с оглядкой на те перемены, которые происходят в Китае. Значит, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, что вы думаете о второй волне, что вы думаете о связи коронавируса с политическими событиями не только в России и в Китае, но и в США, и в ваших странах, где вы проживаете, если вы проживаете не в России. Становитесь участником проекта, спонсируйте канал, вам будут доступны дополнительные видео по бизнесу, языку, вебинары с моим участием и так далее. Еще раз спасибо, всего доброго.